Мотивация или дисциплина? Что из этого лучше выбрать, чтобы наконец начать менять свою жизнь в лучшую сторону? Йоу, ребятки, всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать о том, почему не стоит использовать такие понятия, как мотивация и дисциплина по отдельности. И о том, почему гораздо лучше их использовать вместе. И приведу много качественных примеров, которые вы сможете взять и применить на практике. Для начала мы разберемся, чем отличаются между собой эти понятия. Казалось бы, что тут все легко, но, как говорится, повторение – мать учения. Поэтому сейчас вы на экране увидите, чем между собой отличаются эти понятия, и сможете лучше вообще в этом разбираться. А потом мы уже перейдем к самому жесткому, так сказать. Поэтому присаживайтесь поудобней. Всем приятного просмотра. Мотивация – это импульс или желание, которое побуждает нас к действию. Это то, что вдохновляет нас и делает наши усилия направленными на достижение определенной цели. Примером мотивации может быть аниме, которое вдохновило человека на занятия спортом. И он на этой энергии начал заниматься. А дисциплина, в свою очередь, это способность соблюдать регулярность и систематичность в выполнении задач и достижении целей. Она подразумевает строгий контроль над собой и способность выполнять задачи даже тогда, когда мотивация начинает угасать. Дисциплина проявляется в момент, когда человек на энтузиазме пошел в зал, но после первых трудностей начал сдавать заднюю и заимел желание не ходить в зал. Но немного переосилив себя, он преодолевает эти трудности и получает какой-то результат, а затем снова получает вдохновение и идет дальше к своей цели. Наверное, вы подумаете, нафига вообще использовать их по отдельности, просто выбираем дисциплину, добиваемся своих поставленных целей и все, становимся супер-мега крутыми. Но я вам скажу, что на одной дисциплине или мотивации вы далеко не уйдете. Если использовать одну дисциплину, то длительное время без мотивации вы просто выгорите и потом сляжете с депрессией. Ну а если использовать только одну мотивацию, то случится то же самое только через неделю. Поэтому, как я и говорил в самом начале, я предлагаю вам подружить вместе эти два понятия, мотивация и дисциплина, и использовать их в совокупности. Сейчас я приведу несколько примеров. Мотивация вдохновляет нас на действие, поэтому ее мы будем использовать в самом начале для постановки целей и первоначальных действий к ней. Но хочу сделать ремарку. Пример будет производиться на качалке. Вначале у вас однозначно будет много энтузиазма и желание тренироваться по много часов. Вы сразу поставите себе цель стать бодибилдером и в первый же день захотите потренироваться кучу часов, сделать кучу упражнений. Но вы не увидите результата. Перетренируетесь и больше никогда не пойдете в зал. И тут уже никакая дисциплина вас не спасет. Если что, в качестве зала ставьте ту деятельность, которой хотите заниматься. Качалка – это лишь пример. Следовательно, когда вы поставили цель и начали над ней работать, не потребляйте слишком много контента и мотивации. Не расходуйте свою энергию просто так. Используйте внутреннюю мотивацию. Я бы посоветовал вообще как можно меньше смотреть контента по мотивации вашей деятельности в YouTube и прочих местах. Лучше думайте сами своей головой и сами мотивируйте себя изнутри, а не мнением других людей. И вообще вначале старайтесь уделять совсем немного времени своим целям, чтобы заиметь привычку. Когда мотивация начнет сталкиваться с препятствиями, в дело вступит дисциплина. Вам придется делать регулярно те действия, которые вам нужны, даже в трудные моменты. Тут главное держать фокус на своей цели, ведь когда все же вы преодолеете трудности, ваш мозг начнет вырабатывать дофамин, который закрепит преодоление преград как что-то хорошее. И в дальнейшем трудности уже не будут вас так сильно останавливать, а мозг сам будет давать больше мотивации и заинтересованности в достижении цели. Теперь я приведу пример работы мотивации и дисциплины вместе в различных ситуациях. Первый пример, конечно же, будет производиться на качалке. Мотивацией в данном случае может быть построение красивого, здорового и эстетического тела, а дисциплиной – соблюдение правильного питания и режима тренировок. Второй пример – это карьерный рост. Мотивацией здесь может являться более высокая должность, а дисциплиной – регулярное обучение, самообразование и выполнение задач по работе. В итоге из всего вышесказанного
мы можем сделать вывод, что эти понятия рассматривать по отдельности ни в коем случае не стоит, а стоит рассматривать их в синергии друг с другом для достижения наилучшего результата. Но если вам не нужен результат, вы просто хотите казаться занятым, то, конечно, можете использовать это все по отдельности. Итак, ребята, я думаю, ролик вышел очень полезным. Если действительно применять все, что я сказал из этого видео, и еще раз хорошенько его прослушать, то у вас будет действительно результат какой-то в жизни, в вашей деятельности, которой вы занимаетесь. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и скидывайте это видео своим друзьям, потому что какого-то фига большинство людей смотрят видосы без подписки, а это надо исправлять. Я помогаю вам, а вы помогаете мне. Поэтому еще раз всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока! Вернее, привет. Small business owner, call me, Saul Goodman. The world needs to know about you and your business. Call me now.